أول شيء بالبداية نحن كانت البناية محتلة من قبل مجموعة كبيرة من المسلحين. طبعا Наша цель была освободить здание. Там было очень много боевиков. Перестрелка с ними продолжалась почти сутки. Мы медленно продвигались вперед. И в конце концов мы захватили дом. Начали зачистку и стали закрепляться. На следующий день, где-то в 3 часа, выяснилось, что мы не смогли обнаружить подземный ход, который связывал подвал с одноэтажными домами поблизости. وخروج مجموعة مسلحة كانت حافرة نفق ما اكتشفنا بالبيوت العربية اللي جنب البناء اللي صايرة بمدخل البناء. Через этот ход появилась группа хорошо вооруженных боевиков. Они напали на подстоловый, и он раненый отступил на 2-й этаж. Остальное охранение также с боем отступило на 2-й этаж. В этом здании 1-й этаж — это магазины, витрины которых направлены в сторону подконтрольную боевикам. Мы стали обороняться, оказали первую помощь раненому. Началась перестрелка, в ходе которой мы уничтожили несколько боевиков. Перестрелка длилась около суток. بدنا ندافع عن المبنى. وضعنا حطينا الجريح وبلشنا اشتبكنا معهم حاولوا هن يطلعوا. Боевики подожгли автомобильные покрышки, чтобы мы оставили свои позиции. Стало тяжело дышать, но мы не отступили. На 3-й день мы решили атаковать 1-й этаж, организовали штурмовую группу. Лестница вниз была полностью открыта и заминирована. Мы решили, что атака будет с 2 сторон. Штурмовая группа спустится по вентиляционной шахте и вступит в бой, а 2-я группа спрыгнет со 2-го этажа на улицу и ударит снаружи. Во время операции погиб 1 солдат и 2 были ранены. Так как вся территория вокруг простреливалась снайперами, то эвакуировать раненых возможности не было. Сильный и мощный огонь заставил нас снова отступить на 2-й этаж. استشهد عسكري انه الشهيد الله يرحمه بس كانت الافضليه انه نسحب الجرحى نرجعهم على البناء. Боевики решили, что у нас не хватает еды и боеприпасов, и предложили нам сдаться. Они не знали, что мы хорошо подготовились и были готовы ко всему. Солдаты были хорошо организованы, с нашей стороны не было беспорядочной стрельбы. ورحت يا عسكري العسكري الشريف اللي خايف على اهله وارضه يسلم حاله. الظاهر ما فيكم حدا. نحن لها زين. لكن اطلع صوبك لك حيوان. Солдаты были собраны и организованы. Стрельба велась только на поражение. Мои бойцы хорошо держали позиции, и даже раненые помогали. На 1-м этаже было много боевиков, но не все из них были сирийцами. Мы слышали речь на разных языках. Они постоянно перемещались по подземному входу. Бандиты воевали посменно, и у них был постоянный поднос боеприпасов и продовольствия. كنا نستوعبها مواقف الحريق مواقف الإصابات. بيناتهم ما كانوا كلهم من المنطقة أو كان في لهجات غريبة ولغات ما كنا نفهمها. Самое главное, что все это время мы могли уйти. Мы не могли унести раненых. В последний день у нас появилось еще 2 раненых солдата, и чтобы спасти им жизнь, мы решили оставить позицию, так как состояние некоторых бойцов ухудшилось. Слава богу, удачно эвакуировали. У меня было 20 солдат. В первый день ранения получили 2, и когда мы атаковали, то погиб 1. Было ранено еще 2 солдата.
الرئيسية موجودة بيمين المبنى بالاتجاه الرئيسي لإلهم. Во время обороны левое крыло здания подверглось меньшему обстрелу, и мы оборудовали там два помещения под склад и место для раненых. عززنا الجهة اليسارية. بهالأثناء تسللوا. Видимо, боевики выяснили это и напали на раненых. Они начали забрасывать этаж коктейлями Молотова. Мы быстро вынесли оттуда раненых, и вдруг что-то взорвалось, и я получил ожоги рук. سحبنا هون. دخلت أنا بدي اسحب الذخيرة بعد مثلا لهجات يعني غير مألوفة عندي. هلا مثلا أنا ممكن كلهجة مثلا لغة إنجليزية بعرف إنه مثلا يتكلم إنجليزي. Я могу на слух определить иностранную речь, и я понял, что в основном преобладают восточные языки. Кто-то из них читал Коран на ломаном арабском, и было ясно, что это не араб. Я офицер, и я знаю, как работают боевики. Сразу понятно, что это не простые люди, как они показывают это на видео. Операцией руководили офицеры, даже разведчики. Об этом говорит и то, как проводилась атака, и то, как они расставили снайперов и пулеметчиков. В общем, это работа кадровых военных. Каждый день мы обнаруживали и уничтожали по 7-8 тепловизоров. Мы их уничтожали, а через 2-3 часа появлялись новые, которые мы снова старались уничтожить. Естественно, подслушивающая аппаратура. Это тоже создавало нам проблемы. Использовать эту аппаратуру могут только специалисты. كان واضح من طريقة عملهم. يعني نحن أنا كضابط بالجيش وصرنا خبرة. فهي كانت الأكثر شيء يعني الأذان. شو الأسلحة اللي كانوا يستخدموها؟ الأسلحة يعني Оружие они использовали разнообразное. Это и снайперские винтовки, винтовки М16, РПГ, ДШК, утес, базуки, миномет. Не знаю какого калибра, но использовали его активно. Мы используем оружие только советско-российского производства, а у них много оружия, которого раньше не было в Сирии. دارية 31/3/2013 غنايم أبطال لواء شهداء الإسلام. هلا هني كان عندهم فكرة ما بعرف كان دائما يرددوا قتلانا في الجنة وقتلانا. Они часто повторяли нам, что их погибшие в раю, наши в аду. Постоянно повторяли радикальные лозунги и призывы. В обращении к нам они использовали только слово «неверные». Не офицер, а только кафир. Даже иудами, что у них большое оскорбление. У них очень странная и агрессивная идеология. كانوا كثير مثلا يا كافر كانت كثير يقولوا لنا يا كفرة يا